привет! Как и обещала, выхожу к вам в прямой эфир. Теперь каждый четверг я буду выходить и встречаться с вами в прямом эфире в Академии. И сегодня у меня в гостях моя выпускница Виктория. Смотрите, какие у нее красивые волосы. Это натуральный цвет, не окрашенный. Для того, чтобы создать накрутку, волосы у меня очень густые, я отделю верхнюю зону. И вначале подкручу нижний слой, а затем перейду на верхний. Отделяю и начинаю с нижнего слоя. Выделяю прядь и накручиваю к середине затылка. На такой длине, просто идеально делать локоны, создавать утюжком. Это очень удобно. Если у вас не получается, это не значит, что у вас какие-то руки не такие или не из того места. Это просто значит, что вы не знаете, как держать утюжок, как тянуть. Потренируйтесь. Смотрите, давайте я вам проговорю, вот те, кто не знает. Размещаем на одну сторону утюжка, как бы накрутила прядь, видите? Потом смыкаю и тяну. Все просто. Попробуйте. Ну, а мастера, я думаю, знают, как крутить. Я вот если себе накручиваю, я только на утюжок кручу. Мне прям очень нравится. Я даже на длинные волосы создаю накрутку утюжком. Утюжком можно по-разному работать, в разных техниках. Теперь я меняю сторону накрутки, меняю в другую сторону, направляю. Вот так. Теперь у меня утюжок ходит. Прогреваю. То есть, видите, я не спешу, но в то же время никогда утюжком не стойте на волосах. Я вот иногда смотрю, наблюдаю за учениками. Иногда хотят прям остановиться на волосах, чтобы круче был локон. Нет, так делать не надо. Надо все время двигаться, потому что между пластинами высокая температура. И волосы могут остаться у вас между нагревательными поверхностями, да? Виктория, вы так не хотите, чтобы было? Нет. Виктория не хочет, вот почему-то. Почему, я не понимаю. Давайте с другой стороны. Проработала. Отлично. Можно сразу на солевой спрей их разобрать руками. Я все всегда делаю руками. Причем, смотрите, смещаю на лицо. Мне хочется добавить объема у лица, поэтому я смещаю локоны на лицо. Когда это вы делаете на ком-то, на клиенте, хочется все на затылочек сместить, а это спереди не очень красиво. И клиент потом расстраивается, а где мои волосы, да? Продолжаем. Солевым спреем прорабатываем эти формы. На лицо также смещаю с этой стороны. Очень легко, очень быстро. Вот так. Вот такая у нас текстурка уже получается. И переходим к верхней зоне. Смотрите, когда вы работаете с верхней зоной, особенно когда вы делаете эти локоны на себе, я вам рекомендую выбирать небольшую зону для накрутки, а остальное все возвращать в зажим. Вот так вот убрали. Особенно если волосы у вас очень густые. Они же потом смешиваются, очень тяжело потом найти их. Где накрученные, а где не накрученные. Смотрите, а тут легко очень. Я беру, выделяю первую прядочку и продолжаю накрутку. Возле прикорневой зоны я двигаюсь чуть медленнее. На кончиках можно пройтись чуть быстрее. Особенно если волосы длинные, кончики у нас посеченные, поэтому можете немножечко ускоряться на кончиках. Прохожусь. Для обладательницы такой длины, просто идеально делать себе накрутку. То есть раз в неделю, я бы себя баловала. Вам, если у вас волосы не очень длинные, попробуйте, это очень круто. Вообще локоны поднимают настроение, не знаю, как вам, но мы с вами... Вам не говорили, Виктория, какой у вас красивый цвет волос? Не говорили. Вообще очень красивый. Смотрите, опять отделила часть, видите, макушечку. И вторую зону опять в зажим, чтобы не мешались волосы. Оп. И прорабатываем.
надо будет вам показать, как на макушке накручивать самой себе. Я изобрела, наверное, очень много разных способов, пока себе крутила. Но мне уже в Ютубе написали подписчики, что хотят. Я обязательно сделаю такую серию уроков прически на себе. Потому что я очень много изобрела на себе причесок, которые мне надо было и на мастер-класс выходить, нарядно выглядеть. И времени для того, чтобы приглашать стилиста, не было. То есть надо было быстро, надо было круто. Особенно там, если какие-то крупные мероприятия. То есть каждой девушке нужно уметь себя привести в порядок без стилиста. И очень важно это делать самим стилистом. Если у вас заказ, представляете, как круто, если вы придете с каким-то интересным форматом прически. Это очень круто. Клиент это всегда замечает, поверьте, и всегда сделает комплимент. Продолжаем. Волосы у меня густые, волос у меня немало. Если бы волос было меньше, я бы уже все накрутила. В принципе, можно даже не разделять на зоны горизонтальным таким пробором, а можно сразу тогда накручивать. И последняя наша зона. Продолжаем. Примерно одинаковые по объему прядочки я беру. Не очень густые, не очень тонкие. Чтобы прогреть, чтобы текстура была примерно одинаковая. Продолжаю. Кстати, если вы захватите ту прядь, которую вы уже накрутили случайно, ничего страшного. Вот намного хуже, если вы не накрутите какие-то волосы, и они будут прямыми. Вот это не очень симпатично всегда смотрится. Иногда бывает, мастера крутят, а там где-то какой-то предатель, да, не накрученный. Есть такое дело. Продолжаю. И совсем немного осталось. И буквально несколько прядочек. Оп! Чем ближе вы к лицу подходите, тем тоньше прядочки выделяйте, красивее будет текстура и легче. И они, естественно, не так быстро раскрутятся, как если брать более объемные пряди. И последняя прядь. Вот так. И теперь на солевой спрей начинаю раскладывать эту текстуру. Очень легко, руками. Начинаю от лица, с той стороны, где я начинала накрутку. Закрывайте глазки, Виктория. И на лицо все смещаю. Знаете, как я говорю, топим клиентов в локонах. Топим Викторию в локонах. Виктория, вы не против? Я вас немножечко утоплю. Только за, Виктория, отлично. Смотрите, немножечко приподнимаем даже объем какой-то. И раскрываем эту текстуру. Очень круто. Смотрятся они чистые тогда. Именно на солевой спрей, не на лак. Если вы сразу на лак все раскроете, у вас склеятся волоски некоторые. И будет, знаете, такая, ну, как грязная форма. А когда это происходит на солевой спрей, очень чистые, красивые линии. Особенно, когда волосы у вас не длинные, короткие, когда веса особо нету в этой пряди, в этом локоне, он очень классно пружинит. Очень красивая текстура. Смотрите, как круто. Прорабатываем. Прям вычищаем пальцами. Никакой расчески. Что круто, что за это клиенты еще и деньги платят, да? Но клиентам очень важно, чтобы это все держалось, поэтому мы сейчас все будем крепить лаком. Последние пряди. А еще сейчас немножечко добавим объема на лак. Закрывайте глазки. И это еще без начеса. Смотрите, я склеиваю кончики. Не корень, а именно кончики. Чтобы держалась форма, мы скрепляем именно концы. Смотрите, как объемно. Хочу прям посмотреть. Ух, смотри, как круто.
Очень классно. Очень красиво. Виктории. Мне прям аж самой захотелось. Надо было тоже локоны накрутить, да, Виктория? А вот вы оставайтесь и крутите мне локоны. Я уже вам накрутила. И, кстати, Виктория заканчивала у меня курсы 1 уровень, да, Виктория? Да. Вот, и уже крутит своим девчонкам, подружкам прически. Я уже спросила. Еще пока не за деньги, да, Виктория? Да. Пока так. Смотрите, как круто. Тоже снизу фиксирую. И прям на лицо, чтобы прям объем такой, чтобы ощущение копны было из локонов. Смотрите, как круто. Прям хочется их как-то двигать, как-то вот так подвигаться с ними, да? Ну, Виктория, я, к сожалению или к счастью, еще буду делать прически, да? Не останутся нам эти локоны сегодня. О, класс! Прям очень нравится цвет, просто бомба. Текстурные классные локоны на утюжок.